Этот десерт ресторанного уровня готовится за считанные минуты, да еще и количество ингредиентов приятно радует. 3 основных ингредиента плюс еще 2 для особой хрустящей посыпки. Побалуйте себя и близких, не выходя из дома. Привет, друзья! Меня зовут Галина Артеменко. В этом ролике будем готовить знаменитый итальянский десерт панна-котта, который дословно переводится как «приготовленные сливки». По умолчанию это простое сливочное желе, но я добавлю ему ресторанного лоска при помощи игры текстур и игры вкусов и при этом не усложнив процесс. Нежный ванильно-сливочный вкус дополняет яркий аромат цедры и кокоса, а практически кремовая текстура контрастирует с кранчем сверху. Я уверена, что вам будет очень вкусно, так что просто продолжайте смотреть. Список ингредиентов сейчас доступен на экране, а также продублирован в описании под видео. В основе классической панна-котты жирные сливки, поэтому я использую именно такие. Если хочется приготовить вариацию менее жирную, используйте сливки 20%, но при этом текстура десерта в итоге получится более плотной. Использую листовой желатин Dr. Oetker, так как он очень удобен в дозировке и обращении, а также сахар с натуральной ванилью того же бренда. Так десерт получит по-настоящему изысканный и ресторанный вкус. Если сравнивать порошковый желатин и листовой, то листовой я считаю более удобным, так как его проще дозировать без весов. Либо берем целую пластину, либо разламываем, если нужно меньше. Так получается очень визуально и легко. Листовой желатин замачиваю в холодной воде и оставляю на 5 минут для набухания. Количество воды для замачивания листового желатина не имеет значения. Он возьмет ровно столько, сколько необходимо. В случае с порошковым желатином замачивать его следует в пропорции 1 к 6. Пока замачивается желатин, быстро подготовлю остальные ингредиенты. С лайма снимаю цедру на мелкой терке. Я обожаю сочетание лаймового аромата со сливками и ванилью. По желанию лайм можно заменить лимоном. Отправляю в кастрюльку сахарную пудру, цедру и вливаю сливки. Желатин набух и размяк, отправляю его в кастрюльку. Всыпаю сахар с ванилью и перемешиваю. Посмотрите, сколько в этом сахаре частичек натуральной ванили. Целый стручок покупать дороже, да и найти одну штучку сложнее, чем купить такой вот пакетик от Dr. Oetker. А аромат просто потрясающий. Отправляю смесь на огонь и, помешивая ее, прогреваю до растворения желатина. Это примерно 75-80 градусов. До кипения доводить сливки не нужно. Визуально будет видно, что смесь уже пускает пар, но пузырьков кипения еще нет. Нагревание не только даст раствориться желатину, а еще и поможет лучше впустить ароматы цедры и ванили в сливки. Панна-котту можно подавать как в креманках, стаканах или бокалах, так и перевернув ее на тарелку. Второй вариант мне нравится больше. Разливаю смесь по емкостям, из которых затем будет проще десерт извлечь. Убираю панна-котту в холод до полного застывания. Если вы любите нежные десерты, обратите внимание на мой чизкейк. А если любите сочетание минимума заморочек и экстра насыщенного шоколадного вкуса, вам обязательно понравится шоколадный фондан. Ссылки на эти рецепты оставлю в описании под роликом, так что заглядывайте в инфобокс. Готовлю кокосовый кранч. Тут все очень просто. Отправляю на сухую сковороду сахар и на минимальном огне даю ему растопиться. Довожу до приятного карамельного цвета. Всыпаю в карамель кокосовую стружку, выключаю огонь и перемешиваю смесь, чтобы стружка покрылась карамелью. Получится что-то типа кокосового грильяжа. При этом, нагреваясь, масла в стружке начнут выпускать потрясающий аромат. Отправляю смесь на тарелку, застеленную листом пергамента, слегка разравниваю и оставляю при комнатной температуре до затвердевания. Затвердевший кокосовый грильяж перекладываю в пакет и измельчаю крупные кусочки до более мелких при помощи скалки. Сервировка. Провожу острым ножом вдоль стенки емкости с панна-коттой. Опускаю ее ненадолго в миску с горячей водой. Как только я вижу, что смесь стала подвижной с краев, переворачиваю десерт на тарелку. Я заведомо взяла такое количество желатина, чтобы панна-котта получилась нежной, на грани крема, и чтобы не была упругой и резиновой. Для меня это идеальная консистенция. Посмотрите на то, как она дрожит. Осталось посыпать панна-котту хрустяшками из кокоса и готово. Если вы готовите панна-котту заранее, например, на праздник, не посыпайте ее кранчем заранее. Можно перевернуть на тарелке заблаговременно, чтобы не делать этого перед гостями. А вот посыпать стоит прямо перед подачей, иначе карамель начнет таять при контакте с влажным желе, и эффект будет уже не тот.
Если это видео вам понравилось, ставьте палец вверх, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь, если вы еще не со мной, и жмите на колокольчик, потому что вкусного впереди еще очень много. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная».